Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Новость-то хорошая, но с оговоркой. Заявленная продолжительность перемирия всего лишь 32 часа. Вообще, сложно себе представить лучший момент для Путина, чтобы окончить войну не на 1,5 дня, а на совсем. У Трампа очевидные проблемы с Ираном и Ормузским проливом. США и западный мир в целом сейчас крайне нуждаются в российской нефти. И прекратив воевать с Украиной, Путин, если бы его это вообще хоть как-то интересовало, мог бы выиграть для России и ее граждан гораздо больше, чем руины очередного села на Донбассе. На протяжении последнего года не было дня, когда Путин не мог бы прекратить войну одним телефонным звонком. А уж сейчас так и вовсе сложились все звезды, чтобы ее закончить на хороших даже условиях, если можно так выразиться. Но Путин, конечно же, это не сделает. Об этом сегодня поговорим. Прежде чем начнем, напомню, по ссылке в описании вы найдете собранные нами способы по обходу блокировок в России. Бесплатные и платные. На прошлой неделе, 3 апреля, продолжительность российско-украинской войны превысила 1500 дней. Само по себе число ничего не значит, но некоторые обратили внимание на эту психологическую отметку. Мы же обратим внимание на другой временной рубеж. Прошло больше года после перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме. Так вышло, что в России широко известен сам факт конфликта, но не его причина, а она важна. В феврале 2025 года Трамп говорил, что войну следует заморозить на действующей линии фронта, без предварительных условий. Зеленский же говорил, что войну следует заморозить по действующей линии фронта, но при условии, что США дадут Украине гарантии безопасности. Ругань произошла из-за того, что украинский президент выдвигал трудновыполнимые требования американскому, но не российскому. Путину ни Зеленский, ни Трамп никаких условий не ставили. Кремль после этого получил не требования, а консолидированное и весьма выгодное предложение от Вашингтона и Киева – оставить под своим контролем все занятые российской армией территории и на этом закончить войну. В марте 25-го Зеленский под давлением Трампа согласился на заморозку войны уже без условий к США и другим странам Запада. И потом много раз это согласие переподтверждал. С тех пор отсчитывается новая глава в истории российско-украинской войны. Путину не нужно мудрить, искать сложные стратегии выхода и способы сохранить лицо. Достаточно просто поднять телефонную трубку, сказать «да», и уже к вечеру война завершится. Сейчас прямые и опосредованные издержки войны переполняют чашу терпения даже у тех, кто происходящее поддерживал. Поэтому важно напомнить, войну можно закончить в любой момент, буквально одним днем, и не на 32 часа, а на совсем. В истории часто бывало, что правители оказывались заложниками собственных решений. Джина войны легко выпустить из бутылки, но попробуй потом загони его обратно. К примеру, немецкий кайзер Вильгельм явно не собирался воевать аж 1565 дней. В августе 1914 он говорил, что солдаты вернутся домой раньше, чем листва опадет с деревьев. Но дальнейшие процессы развивались по собственной логике, получилась Первая мировая война. И даже если бы кайзер заделался пацифистом, он оказался бы не в силах остановить маховик войны. А сейчас ситуация иная. Можно спорить, мог ли Путин выйти из войны до возвращения Трампа в Белый дом. На мой взгляд, мог. Кто-то, может быть, скажет, что не мог никак. Тут есть пространство для дискуссий. Однако совершенно бесспорно, что с весны прошлого года завершение или продолжение войны целиком и полностью зависит от Путина. Он просто не хочет останавливать ее. И предпринимает специальные действия, чтобы ее продолжать в наиболее комфортных персонально для себя условиях. Путин так-то является опытным политиком. Ему в результате долгих и целенаправленных усилий удалось подменить один вопрос другим. Вместо безусловного прекращения огня и завершения войны де-факто, он смог заставить всех обсуждать пункты мирного договора, который должен финализировать войну де-юре. С точки зрения Путина это большой успех. Кремль изображает бурную миротворческую деятельность, согласуя мирный план. И появляется иллюзия, будто обе стороны несут равную ответственность за продолжающееся кровопролитие. Ведь они обе никак не выработают взаимоприемлемый документ. Информационная повестка давно увязла в муторном российско-украинском переговорном процессе,
который сейчас и вовсе поставлен на паузу. И все как будто позабыли о базовом сценарии, который доступен начиная с весны 25-го. Путин поднимает трубку, звонит Трампу и говорит короткое «да», которое тот передает Зеленскому. Или же Путин может позвонить Зеленскому напрямую. Назначается время взаимного прекращения огня, приказ доводится до войск, и война заканчивается. Механизм этот отработан. Сейчас мы его подробнее обсудим. Сначала небольшая реклама. В январе 2026-го Бали занял первое место в рейтинге Best of the Best Places от TripAdvisor, обойдя Лондон, Дубай и Париж. И это не случайная флуктуация. Остров и ранее входил в топ-10. Сама Индонезия находится в спокойном регионе. Гэллоп недавно признал ее одной из самых безопасных стран мира по восприятию порядка и личной защищенности. И чем неспокойнее обстановка в мире, тем больше на Бали туристов и удаленщиков. Так что тем, кто рассматривает зарубежную недвижимость всерьез, обратите внимание на недвижимость на Бали от Break Property. Это один из ведущих застройщиков на острове и партнер Marriott. У Break Property есть уже 16 готовых проектов, все сдаются на Airbnb. И сейчас строится новый в Переренане – Elysium Eco City. Эко-отель в 2 минутах от океана с апартаментами, лофтами и виллами. Он инфраструктурно устроен как город в городе. Свои спа, коворкинги, рестораны и прогулочная дорожка у реки. И вы можете там жить, ну или сдавать в аренду и получать свой доход от турпотока. Другие проекты Break Property, по их информации, приносят инвесторам 12-14% чистой доходности в год за счет собственной грамотной управляющей компании, у которой на Airbnb рейтинг 4,8 и статус суперхост. Апартаменты и лофты стоят от $100 тысяч, виллы от 335 тысяч. В цену включена крафтовая мебель и техника. Гарантия до 20 лет. При этом можно взять рассрочку напрямую на 2 года. Первый взнос 25% от стоимости. Земля у океана на Бали в дефиците, а цены растут по мере стройки. Так что текущая цена актуальна только сейчас. Зафиксируйте ее, забронировав консультацию по ссылке в описании. Консультант Break отправит вам финмодель проекта с расчетами доходности на 5 лет. Напоминаю, это инвестиции высокорисковые и подходят лишь для диверсификации вашего инвестиционного портфеля. Реклама позволяет нашему каналу оставаться независимым и говорить то, что мы хотим. Продолжим. Мы говорили, что Путин может остановить войну буквально одним звонком, если захочет. И механизм уже отработан. В прошлом году уже было 2 краткосрочных перемирия. Причем их заранее никто и не готовил даже. Никто ни о чем не договаривался. Их объявляли в последний момент в одностороннем порядке. Тем не менее, перемирия были. На некоторых участках фронта солдаты обеих армий в полный рост на глазах друг у друга выходили из укрытий собирать своих раненых и убитых. Разумеется, на линии фронта в 2000 километров случалось много инцидентов. У большой войны есть своя инерция. Но в общем и целом было доказано опытным путем. Российско-украинская война не является неконтролируемым, самоподдерживающимся процессом. Ее можно взять и закончить. Вспомним тогдашнее предложение официального Киева. Раз уж мы уже остановили боевые действия, так давайте их не будем возобновлять. Продлим перемирие на 30 дней. Пусть будет международный мониторинг за линией соприкосновения, чтобы не было инцидентов. А через 30 дней не останется иного выбора, кроме как сделать перемирие бессрочным. Солдаты отвыкнут погибать, люди в тылу успеют привыкнуть к мирной обстановке. Месяц тишины, и снова воевать людей уже не заставишь. Для такого сценария не нужно хитро выдуманного мирного договора, который в нынешних обстоятельствах в принципе невозможен, и обе стороны это прекрасно понимают. Россия с Японией до сих пор не заключили мир по итогам Второй мировой из-за нерешаемых вопросов. Что же говорить про договор с Украиной, с которой война идет прямо сейчас? Но опция остановить войну телефонным звонком уже 2-й год лежит на столе у Путина. Зеленский согласен. Трамп так и вовсе был бы вне себя от радости. Продолжение боевых действий – это персональное решение Владимира Путина, у которого есть причины и есть цена. Что такое 1 год войны? На сегодняшний день известны имена 84 553 российских военных, погибших в 2024 году. Даже выявленные некрологи журналисты и волонтеры Медиазоны разгребают с очень большим запозданием, поэтому актуальной статистики по 2025 году у нас пока нет.
И будет она, по словам журналистов, ближе вообще к 27-му. А когда подсчитают нынешний год, вообще сложно сказать. Сейчас учтены 870 погибших только. Ну, в общем, мы возьмем за основу 24 год, который более-менее посчитан. Понятно, что даже 84 553 погибших – это далеко не окончательное число. Во-первых, этот список убитых тоже пополняется. Во-вторых, есть пропавшие без вести, есть те погибшие, про которых никто ничего не написал, мемориальную доску не открыл и надгробие не поставил. В-третьих, есть примерно 16,5 тысяч убитых, чья дата смерти не установлена вообще. Кто-то из них погиб в 24-м. В общем, вместо нормальной статистики у нас есть лишь понимание, каков порядок чисел. Выходит, что только по тем минимальным данным, которые подсчитала Медиазона, в 24 году на фронте каждые сутки погибали более 230 россиян. В 2000 году для России огромной трагедией стала гибель экипажа атомной подводной лодки «Курск». Страна тогда следила за судьбой 118 моряков, переживала за них, а потом погрузилась в траур. Сейчас же на войне гибнут, по самым скромным и неполным оценкам, по 2 экипажа «Курска» каждый день. 2 дня боев и не стало мужского населения крупного села. Федеральная выплата семье погибшего военнослужащего составляет более 5 миллионов рублей. Плюс президентская выплата еще 5 миллионов и страховая примерно 3,5 миллиона. Есть и региональные выплаты, но они везде разные, и их мы брать в расчет не будем. Каждые сутки войны это минимум 3 с лишним миллиарда рублей, идущих на гробовые. Если Медиазона за один конкретный год войны насчитала 84 553 человека, чья смерть подтверждена, то на одни лишь гробовые должно было уйти на тот же период более 1 триллиона рублей. Плюс еще сверху выплаты из бюджетов регионов. Для понимания, это более половины от всех ежегодных расходов Российской Федерации на здравоохранение или на ЖКХ. А на физкультуру и спорт власти тратят в 16 раз меньше, 70 миллиардов в год. Перед смертью каждый погибший получил от государства какую-никакую, пускай даже никакущую, но экипировку. Ушедшие воевать по контракту с Минобороны стали получателями единовременных выплат от нескольких сот до нескольких миллионов рублей. Власти пообещали им списание кредитов на сумму до 10 миллионов. Суммарно российские власти на убийство российских же граждан тратят триллионы рублей. Ради этих убийств повышен НДС и утильсбор, а еще раньше пенсионный возраст. В случае завершения войны перед Путиным встанет проблема. У миллионов россиян появится вопрос, а что все это вообще было? Зачем? Проблема вполне реальная, но и преувеличивать ее не стоит, она решаемая. Путину 2-й год предлагают базовый набор, чтобы он мог сконструировать победу. Захваченные земли и смена статуса из мирового изгоя в равного остальным главу государства. Вероятно, и частичная отмена санкций, особенно сейчас. Не бог весть какая награда за 4 с лишним года кровопролития. Ничего этого и не было до его начала, в общем-то. Но при помощи 1 и 2 канала из этого можно собрать образ Великой Победы. Телевизионщики не такое умеют. Они умудряются создать победный нарратив даже вокруг проигранных сражений. Взять даже тот же Гостомельский десант. Так называемые гостомельские богатыри были на голову разбиты, однако в провластных медиа вокруг них очень много пафоса. Если поставить Соловьеву и Киселеву задачу, они объяснят телезрителям, почему война не проиграна, а выиграна. Большинство же зрителей спорить не захотят. Спокойно выдохнут и порадуются, что ужас наконец закончился. В России относительно общего числа граждан крайне мало тех, кто считает делом принципа захватить 0,5% территории Луганской области. Кто всерьез считает, что с Краматорском и Славянском Россия полноценная страна, а без них обрубок. Как-то жили раньше и без этих городов в составе государства, и жили неплохо. С кредитами на иномарки, с жилищными ипотеками, с рейсами везде и даже поездом в Париж из Москвы. Даже Павел Губарев еще задолго до интервью с Дудем предлагал рецепт. Как сделать так, чтобы 4 украинские области за один день и без потерь оказались под российским контролем на 100%? Нет ничего проще. Надо просто изменить их административные границы. Даже в Конституции ничего менять не надо. Ну что, в Запорожской области нет Запорожья, в Ленинградской нет Ленинграда, а в Свердловской нет Свердловска. Тут я, конечно, утрирую, но по факту, насколько много людей в России хоть как-то будут этим интересоваться?
как многим это будет не все равно. Однако путинская система последовательно прикладывает сверхусилия, чтобы боевые действия не прекращались. Режим ищет деньги на войну и разыскивает людей для штурма поселков и лесопосадок. Административные границы – это не цель войны. Это что-то вроде уровня в бесконечной игре, а цель в другом. Разгром российского интернета, блокировка средств связи, закручивание цифровых и реальных гаек в России – вот это и есть то, что российская армия завоевывает в Украине. В мирной обстановке подобное не осуществить. По крайней мере, невозможно провернуть настолько быстро. Сейчас же за считанные недели делается то, на что раньше ушло бы много лет. Сплошная чрезвычайщина. Можно рубить с плеча и не оглядываться на мнение граждан. Война же? Война – это двигатель, который позволяет системе набрать скорости. Его в любой момент можно остановить. Он давно бы просто заглох, если бы его не подпитывали деньгами и людьми. Но режим осознанно пускает на топливо целую страну. Потому что пока война в Украине развязывает руки начальству в России. Можно сказать, что именно в этом году мы более отчетливо, чем когда-либо увидели, как достигаются цели специальной военной операции. Убиваемый интернет – одна из них. 11 апреля в 16 часов должно начаться 32-часовое перемирие. Нет препятствий к тому, чтобы превратить его в 30-дневное, а потом в бессрочное. Или сразу в бессрочное. И нет лучшего момента, чтобы это сделать, чем сейчас. Пока у Трампа проблемы, ему пришлось бы очень кстати российская нефть. В обмен на мир Путин может выторговать немало бенефитов для России, для российских граждан. Мог бы, если бы его это вообще хоть как-то интересовало. До завтра.